What is this, sir? Cancer. Благо моя машина на месте. Не здесь все в порядке. Вот еще один экземпляр интересный. Вообще средь белого дня с голой попкой. Друзья, of course, на связи Влади Корс. Все в основном знают Америку с красивой стороны. Эти шикарные небоскребы, эти шикарные пальмы сзади меня. Или, например, пляж, как Санта-Моника, либо Веннис-Бич. Но мало кто знает про самый опасный район в Лос-Анджелесе под названием Скид-Роу. Там обитают бездомные люди, которые курят крэк, принимают наркотики, поднимают шприц пола. Вообще этот район густо заселен этими людьми. Это стало проблемой не только властей, но и в целом это возникло из-за Великой депрессии, которая случилась в 20-х веках в Америке. Сегодня я бы хотел вам показать наглядно этот район, рассказать вообще, как там что происходит, как там живут люди, взять, возможно, у кого-то интервью, вот. Ну и остаться в живых. Ребят, поддержите этот канал лайком, подпиской, комментарием, поставьте колокольчик, чтобы не забыть пропустить новое видео. Я надеюсь, я сегодня останусь жив. Снимаю это все только ради вас, поэтому поехали. Перед тем, как выдвинуться туда, я решил себя обезопасить и взять GoPro, которую надену на голову. Она будет вот таким вот раскладом на мне. И, возможно, я одену капюшон, скорее всего, точно, чтобы избежать всяких разных нападений. Снимать это буду видео на GoPro, потому что дело в том, что люди там очень агрессивно относятся к тем, кто снимает на камеру, особенно если это стабилизатор, палка там любая, там селфи, штатив, неважно. Поэтому обезопасил себя и буду снимать на GoPro-шку. Максимум, что могу сделать, это выбить камеру с головы. Надеюсь, это не произойдет. Забил, сколько ехать до Скид-Роу, показывает 16 минут. Уже, кстати, достаточно начинает темнеть. Главное успеть до ночи снять, потому что если не успею, возможно, оттуда я и не выберусь сегодня. В общем, да, находится он прям в самом центре Лос-Анджелеса, как видите, прям в центре. Дорога не близкая. Вот уже потихоньку начинает приближаться Скид-Роу. Видны всякие плакаты. Здание сломанное, видите, там скелеты какие-то торчат, пушки из дверей. В общем, максимально страшно. Здания все в ужасном состоянии, просто ужас. Узнаете этот принт с легендами рэпа? Тупак Шакур. Не успел еще подъехать к Скид-Роу, уже, видите, security стоит, все. Уже куча охранников здесь. Ну и не только охранник, как вы видите. В общем, заехал я в самый эпицентр сейчас Скид-Роу. Ой, надеюсь, все будет в порядке. Пока что я не вижу какой-то жести, но уже сейчас вечер, очки можно снять. Сейчас уже 4 часа вечера. Вот. Уже даже, мне кажется, даже опасно с камерой ходить, поэтому придется прятать ее реально вот так вот капюшон. В таком раскладе. Что еще делать-то? Наверное, тачку припаркую где-то чуть подальше, чтобы у меня ее не смогли ни своровать, ни украсть, ни разбить. И вот пойду по этому всему трэшу, что вы видите сейчас. Вот. Просто жесть. Прям по улицам ходит вообще, похуй абсолютно. Тут какой-то рынок, походу, находится или что, судя по всему. Вот. Сейчас, может, на этот рынок заглянем. Надеюсь, он не как в Мексике, в Тепито. Кстати, кто мой ролик с Мексики не смотрел, тоже можете вот здесь посмотреть. Классный материал. Вот. Я там исследовал Мексику, Мехико-Сити. Жил там 5 месяцев, пока дату по себе пиван ждал. Которого сейчас, к сожалению, уже нету. Поэтому можете это глянуть. Просто жесть, ребят, смотрите. Прям средь белого дня. Вот такой вот вам Лос-Анджелес. Вот вам настоящий Лос-Анджелес. А не как вы увидите у многих блогеров. Вот он. Все прелестевые. Чувак ищет шприц, мне кажется, внизу. Жесть. Вот чел уже, смотрите, средь белого дня тупо стоит и принимает крэк. То есть жесть. То есть вот они примерно так и живут. Что-то собирают. Что-то курят, короче. Все, ребят, одел камеру, в общем, надеюсь, беспалевно будет. В любом случае, здесь куча людей, наркоманов, бомжей.
Поэтому палку я с собой не решился брать, вот этот вот стабилизатор. Боюсь, что его точно отберут. Буду так скрываться, притворяться хромым-немым, хромать там, не знаю, трястись, типа я солевой, просить, может быть, наркотиков и так далее. В общем, помните, наркотики — это зло, ребята, запомните. Ну, я, конечно, сумасшедшую тачку оставляю в таком месте. В общем, что он там ищет вообще, я в шоке. Жесть. Что происходит? Оплачиваем парковка. Парковка здесь стоит не так дешево. Я закинул 25 центов на 30 минут. Ну, в целом нормально. Да, в центре Лос-Анджелеса жить недорого. Точнее, не дешево. А, вот, уже на час продлил. Ну вот я меня заплатил, получается, 50 центов. На час продлилась парковка. Тут везде такие оборудованные штуки, через которые либо монету закидываешь, коины сюда вот, либо карты оплачиваешь. Чтобы вы понимали, как только я вышел из тачки, тут сразу начался дикий запашок. Я не смогу, к сожалению, передать, потому что нет таких технологий, этот запах через видео, но это просто жесть, ребят. Я даже не хочу вам приводить ассоциацию, это ужас. То есть запах настолько мерзкий, что просто находиться невозможно. Ужас вообще, абсолютно. Кстати, я взял с собой немножко деньжат для того, чтобы кому-то помочь, у кого-то взять интервью, кому-то дать денег. Вот, чтобы просто помогать людям. Я считаю, что любая помощь в мире, она оправдана, и нужно помогать, насколько ты беден или богат, неважно. Потому что я человек-филантроп. Вот, у меня во всех соцсетях написано, да, филантропия, перфекционист, поэтому нужно соответствовать своим словам. В общем, по тротуарам идти опасно, поэтому буду идти по дорожной части. Весь этот трэш снимать вам. Я не знаю, надеюсь, реально немножко стрёмно прям ходить с камерой на голове и думать, что меня не палят. Но на самом деле, то есть, прям жесть. Вот. В общем, да, прям я единственный во всем белом иду по этой улице, мне аж даже немножко страшно. Вот, пожалуйста, там находятся высотки, там царит богатство, богатые люди, а здесь вот что происходит. Уже сейчас темнеет. В общем, да, ужас. Вот такую вот, ребят, Америку видит единицы. Мало кто понимает, что здесь все не так круто, как в роликах про нее. То есть, реально, можно спокойно купить где-нибудь наркоту, какой-нибудь крэк и так далее. То есть, где угодно. Полная разруха. Я специально взял с собой деньги, но я даже не буду вам показывать их на камеру, потому что боюсь достать, вдруг меня, не знаю, будет атаковать там и так далее. То есть, может в этом проблема будет. Достаточно страшно, если честно. Вот такой тут есть трэшовый вход. Тут даже нельзя через тротуар пройти. Палатка на всем тротуаре. Приходится обходить ее стороной. В общем, жесть. Можно где-нибудь наступить в говно. Я, конечно, догадался свои белые Air Force надеть. О, 270 точнее. Здесь располагается Union Rescue Mission. Это центр социальной помощи. What? Do you need a police number? Police number? Yeah, one moment, sir. Yeah. Thank you, my friend. 911, no? One problem, carro daña. Do you speak hablo español? Español, sorry. I like Mexican people. Yes, it's don't worry, I'm burger on YouTube. It's okay? No problem, no. Yeah. Do you need Número de policía. Número policía. Okay, no problem. Yeah.
Amiga, dañar carro a caballo, no es justo, carro no es mío, carro deuda, Your car broke down? deuda, no Really? mío, deuda, amiga, dañarlo. Numero acabar. полиция, one moment. Yeah. Señor. Señor. Déjalo quieto, déjalo quieto, déjalo quieto. ¿Cómo es el número, mano? 213-484 3 213 484 3400. А я бы пакет испаньол, sir. Policía. Yeah. Полиция номер, yeah. Police департамент, yes, it's nearby, yeah. Thank you, my friend. Gracias. В общем, сейчас проходил около какого-то Мекса, и он попросил меня номер полиции, он мне по-испански еще говорит, типа, номер полиция я ему дал, даже сказал по-испански номер телефона, в общем, надеюсь, я им помогу. Он, походу, оставил тут тачку, и у него тачку разъебали. В общем, жесть. Я уже за свою начинаю машину даже переживать. Просто человек стоит, дергается, я в шоке вообще, что происходит. Просто курит, читает Библию, дергается, жесть. Под чем он вообще непонятно. Я немножко отошел от этого всего пиздеца, что там происходит. Сейчас буду искать какого-нибудь человека, чтобы взять с ним интервью. И... Чтобы взять с ним интервью, а также дать денег вот, в качестве помощи. Сейчас, короче, вышел, шел, и тут собака просто чуть-то меня не накинулась, из окна просто не вылезла. Я даже испугался. Благо, что вам не показал это на камеру, это была полная жесть. Ну вот смотрите, стоит полиция на каждом шагу, то есть лучше здесь быть осторожным, так скажем, да. Благо, что у меня есть капюшон, реально не палит никто. Кто-то что-то тут продает, короче, наркотики, кто чё. Прямо в открытом виде, то есть даже не стесняясь, то есть не запариваясь. Тут на бабки кто-то играет в эти кости. Ну так отдыхают люди с Кидро. Давайте одному бедолаге подарим деньги. Пока что никто не смотрит, я думаю, ему они будут нужнее, скорее всего. Excuse me, sir. Excuse me. Sorry. For you. Yeah. Have a nice day. Первому бедолаге подарил $1. Да, хоть кому-то я хоть как-то немножко помогу. В общем, запах ужасный просто. Лично диджейская музыка для Skid-Row. Вот как-то так. Вот что происходит. Ну, кругом, видите, одна полиция стоит. На каждом бутике располагается как минимум по 1-2 охранника. Все носят оружие, собственно. One moment. What's your name? Bill. Bill, yeah? Vlad. Nice to meet you, Bill. Bill, how long time do you live here? I've been here since 1982.
Really? Yeah, 1992. 1980. Really? Yeah. Ooh. Right here. 42 years. Yeah. Really? Right here. Yep. And I'm 58. Oh my 58 God. years old. How come you ended up in the street here? How I ended up doing drugs. drugs? Doing drugs. Ah, really? Doing drugs. And yeah, stuff like that. Yeah. Okay. Living on the It's street, being- 1983. Yeah. Really? Yeah. Okay. We used to smoke cocaine. We used to smoke a lot of cocaine. Cocaine? Yeah. Now it's crystal meth. Meth? Doing crystal meth now. Okay. Is capital help you or no? What? What? Sorry, What? sorry, This is my sorry. stuff. What? Come on. Вот, сейчас чуть не подошли, не пристали. I know you. Sorry. Is the capital help you or no? What? Capital is social buildings help you or no? Yeah, they help you. Yeah? Yes, they help you. Yeah. Okay. You do you enough this money or no? No, it's not enough. No? Not enough. How much pay for social building pay for you? Boy, 1,000? Rent is $2,000 a month. $2,000 for one month? 1 month. Oh, 2,000. really? Yeah. It's okay, 2,000, but you don't enough, yeah? No, you gotta make You enough. Yeah. make enough? You don't make enough. Okay, sir. I have a last question, sir, for you. Has anyone close to you tried to help you? Your parents, your sisters, your brothers No. tried to help now you? my family's almost all dead. But I don't have any family left. Ah, really? Yeah. So I'm all by myself. You don't have family here, really? No. Minnesota. Minnesota. Ah, you're away from Minnesota? Yeah, I moved here when I was 16. I dropped out of high school when I was 16. I moved here to LA. Yeah. Okay, Been here since I've been 16. okay. Yeah, I'm 58 now. 58. Yeah. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Yeah. I pay you $10 for our interview. Hey, thank you. Yeah. Я обещал этого человека заплатить $10, если он мне расскажет, просто буквально 5 минут уделит. Hey, gracias. Thank you. Yeah. Appreciate it. Yeah. Be safe, sir. Be Yeah, safe. I try to. Sorry, I need to go. What? Ребят, такое по телеграм-канале нельзя, такое нельзя показывать на ютубе, поэтому это все будет в телеграм-канале. Oh my god. What is this, sir? Cancer. Kesa? Kesa? Really? Cancer. Oh my god, sir. How long time do you live here? I find here. 20 years. 20 I years. lost all my kids in a fire, so I won't go inside. So I stay in the tent. Ребят, такое нельзя показывать на ютубе, поэтому вся информация вот в моем телеграм-канале по этому происшествию. Okay, sir, I have a question. No, Uh, look how big my ears oh my god. Oh my god. are. Huge. What does this say? Walking this thing. I walked. No. What kind of decisive seats? What kind? What happened? 12. 12? Oh my god. Do you live here 20 years? Yeah. 20 years. I was sleeping up there. I'm sorry for you, sir. I'm sorry. Yeah. I live here 7 months. I going from my country, from Russia. Yeah. Yeah. Do you know Russia? Moscow. Yeah. Putin. Vladimir. Yeah. I'm from Russia. Yeah. That's the richest man on the planet. What? He's the richest man on the planet. Yeah. He's lost. My friends, my friends told me, but here very dangerous. It's true? It's here very dangerous. Yeah. Yeah. I need to be safe. I know. Yeah. Okay, sir. Sir, okay. I have for you money. Yeah. It's all how I can help you. Sorry. It's all. $5, sir. $5. The last guy 10. Yeah. Sir, how? What is your name, sir? Dennis. Tesh? Dennis. Tesh. No, Dennis. D-E. Tesh.
Tish. Tish. T-I-S, yeah. Tish. Nice to meet you, Tish. My name, Vlad. V-L-A-D. Nice to meet you, Tish. Be safe. I wish you the longest possible life. I wish you. Yeah. Have a nice day, sir. В общем, да, я пожелал ему как можно дольше прожить здесь. К сожалению, ту болезнь, которую он показывал, то есть нельзя показывать на ютубе, поэтому вся информация будет в моем телеграм-канале, ссылочку оставлю в описании. Также она будет вот здесь, в виде QR-кода. Переходите, подписывайтесь. YouTube просто такое не пропустит, ребят. Сейчас уже начинается вечер, мне уже становится дико опасно. Я иду около этих палаток, то есть за мной уже какой-то след идет, то есть следят люди. Поэтому если вдруг придется бежать, я надеюсь, я вроде как помню, где моя машина находится, но опять же мне все равно страшно посреди этой разрухи находиться. Это просто жесть, ребят. Запах стоит такой, как будто кто-то сдох реально. Плюс смешано это все с дерьмом, с саньем. Вообще непонятно, что происходит. То есть вот вам, пожалуйста, центр Лос-Анджелеса, Skid Row. В 1930-е годы, во время Великой депрессии, количество бездомных в Лос-Анджелесе значительно возросло, и Skid Row стал местом их концентрации. В этот период город не имел достаточно социальных программ для поддержки бездомных, что только усилило проблему. Например, в 1980-е годы в рамках политики снижения затрат и реорганизации государственных услуг значительно урезались финансирование общественного жилья и социальные программы для бедных. В это время количество бездомных на Skid Row продолжало расти, а нуждающиеся в помощи люди все чаще оказывались на улице, что и привело к такой разрухе. Также это сопутствует наркотической зависимости. Начиная с 80-х, 90-х годов на Skid Row активизировалась торговля наркотиками, особенно кокаином и амфетамином. Точнее, метамфетамином, что усугубило проблемы с бездомностью. Многие жители района стали зависимыми, и это сделало их еще более уязвимыми. Также здесь наблюдаются психологические заболевания людей. Все эти бездомные люди оказались здесь многие на улицах, потому что из-за роста цен на жилье и недоступности жилья в центре города, так как цены начали расти, многие были вынуждены поселиться на улице во всех этих форматах. То есть, и поэтому власти с этим не борются, потому что это изначально эта власть разогрели, так скажем, эту ситуацию. Произошло это, по сути, по вине этих властей, поэтому и они не убирают отсюда этих бедных, потому что свои же ошибки исправлять никто не хочет. Бегу обратно к себе в тачку, надеюсь, ее не эвакуировали, потому что здесь еще такое место, здесь могут еще тачку разбить. Вот который мне Мекс попался недавно, он сказал, что вызовите полицию, потому что якобы мне машину разбили, поэтому я за свою машину переживаю, бегу быстрее к ней. Благо моя машина на месте. Не, здесь все в порядке. Вот еще один экземпляр интересный. Вообще, средь белого дня, с голой попкой. Друзья, ну как вам вообще сам по себе район Skid Row? Как вам эти drugs people, crazy people? Как вам обстановка? Пишите свое мнение в комментариях. Вот. Подписывайтесь на канал. Поддержите этот канал лайком, комментарием, да, колокольчиком. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вся информация, которая была запрещена в этом видосе, замаскирована, она будет выходить в моей телеге. Переходите. Также там проводятся часто розыгрыши, раздача денег, премок. Переходите, подписывайтесь, буду всем рад. Вот. Ну а с вами был Of Course. Всем на связи, ребят.